Всех приветствую! Записываем обновление обзора криптовалют. Начинаем с биткоина. По биткоину со вчерашнего прогноза мы прошли немного выше, но это не меняет в принципе практически ничего, так как мы были откуплены практически сразу же и ушли даже ниже. Благодаря этому движению единственное, что можно изменить в прогнозе, это переставить волну B. Объемов мы здесь не увидели, дивергенция также продолжается, она не была сломана. Основной вариант движения также вниз. Здесь продолжаем наблюдать. Прогноз все тот же. Посмотрим эфириум. По эфириуму даже пики не пробили, поэтому прогноз все тот же вниз. Приоритет движения также вниз. Наблюдаем вот за этим уровнем. Также и на биткоине за пиком волны B. Если его будут пробивать, тогда уже надо будет что-то думать дальше. Что у нас по Риплу? По Риплу тоже со вчерашнего дня ничего кардинального не произошло. Прогноз тот же. Смотрим Dash. По Дэшу также дали небольшой прострел и тут же его откупили вниз и даже ниже сходили. Пока прогноз все тот же. Пока за сутки ничего кардинального не произошло. Смотрим Аду. По Аде было движение, но оно было предсказуемо. Как я и говорил, мы скорректируемся в отмеченную зону, после чего уже можно будет ждать отскок. Случился ли он здесь? Пока заходного здесь не видно, но с большей вероятностью мы посетим хотя бы вот эти пики. Давайте все-таки на час вернусь и посчитаем зону, если мы получили четвертую волну, завершение ее точнее вот здесь. Вот примерно так же и получается. Расчетная зона, нижняя грань в районе предыдущих пиков. Возможно, движение не сразу вверх пойдет. Вполне вероятно, можем здесь попилить. Дальше смотрим Polkadot. По Polkadot пошли также наверх. Пробили вот здесь пики. Что у нас здесь такое? Смотрим поближе. Видим, что здесь у нас появился объем. Неплохо. Но пока имеем дивергенцию. За основной сценарий я также оставляю треугольник, пока мы не пробили волну B. Если пробиваем B, то треугольник будет отменен. И нужно будет смотреть, какая разволновка у нас будет после этого. Поменяв разволновку, можно будет прикинуть уже, куда пойдет следующее движение. По Polkadot пока прогноз тот же. Корректируемся в рамках треугольника. По BNB здесь мы прострел не дали. BNB повторял движение за Polkadot все это время, в последние дни. Но Polkadot пошел наверх, а BNB нет. Если кто думает, что он также будет повторять, стоит понаблюдать. Будет забавно, если здесь тоже пойдет прострел наверх. А пока по BNB прогноз без изменений, так как получили всего 3 волны. Дальнейшее движение это вниз. То у нас по рублю. По рублю также получили предсказуемый откат. Расчетная зона чуть-чуть была достигнута. Этого будет достаточно, чтобы пойти дальше наверх. Немножечко зацепили, да. Глобально, конечно же, мы пойдем наверх. Если здесь сходим вниз, то без пробития данного уровня. Отмечен желтой линией. По рублю прогноз все тот же. Должны пробивать наверх. Что у нас по индексу доллара на 4 часах? Также пока все по плану. Коррекция. И с данных уровней пошли наверх. Расчетная зона актуальна, все та же. Идем примерно к 93. А если у нас индекс доллара растет, значит биткоин должен падать. А индекс доллара у нас пока бодро идет наверх. Просьба из комментариев к YouTube. Что у нас здесь такое? Так, я его уже, видимо, смотрел. Какие-то линии. Это было давно. Давайте посмотрим, что здесь было на разволновке у нас. Был прогноз, что мы пойдем наверх либо с этих уровней. В принципе, так и произошло. Наверх мы пошли. Это можно все удалять, так как прогноз отработал. Что это у нас за красная линия? Красная линия. Ага. Мы ее пробили на объемах. Закрепились. Протестировали сверху эту красную линию, ранее уже отмеченную. И основной вариант движения это наверх. Хотя бы немного, хотя бы до достижения предыдущих пиков. Но наверх. Что это у нас здесь? Процентов 10 можно взять 100%. Так, что у нас сейчас здесь? Можно наблюдать. Но мы практически внизу, объемы хорошие. Это неплохо выглядит монета.
Пробили трендовый, протестировали. И до предыдущих хаев еще и пилить и пилить. Я думаю, это неплохой вариант для того, чтобы ее взять на долгосрок. Сейчас посмотрим поближе. Вот здесь у нас было дно. Раз, два. И в перспективе должны пойти выше. Где у нас цель волны 3. Немного ее цепанули, но судя по структуре движения, это еще не конец. Здесь у нас развивается тройка и дальше. Заменим цвет. Здесь у нас тройка давно уже улетела наверх. И промерим, выполнили ли мы в коррекции необходимые уровни. Да, мы вот ударились об нижнюю границу. Тени откуплены. Структура трехволновая. Смотрим на 4 часах. Да, раз, два, 3 волны. Вполне возможно. Вот отсюда началась 5-я волна в тройке. 1, 2. Развивается тройка. Куда она у нас может прийти? Так, ее целевая зона вот здесь. Вот она, как всегда, совпадает с предыдущими пиками, нижняя граница. И с предыдущей зоной отмеченной. Вот такую перспективу пока вижу по Qtum. Сходить в отмеченную зону, и после чего, если не полетим дальше, а оттолкнемся и пойдем вниз, там уже можно будет рассчитать коррекцию. Коррекция предварительно будет обратно до вот этого уровня отмеченного. Ну а затем глобально мы еще не начали 5-ю волну. То есть перспективы неплохие, Qtum неплох. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте, пишите, какие монеты еще посмотреть. Те комментарии, которые наберут большее количество лайков, те монеты попадут в следующий ролик. Также благодарю за донаты. Кстати, в донатах тоже можете монеты присылать. Их смотрю без очереди, без лайков. Всем удачной торговли, счастливо!